Рассказ называется «Рассвет тумана». Первая часть. У охотника-промысловика Федора Савельева отравили собаку. Пес лежал на земле и еле дышал. Его глаза смотрели в никуда, пена была у рта. Перед собакой на корточках сидел хозяин. «Ну как в город съездил Федор?» – вдруг неожиданно громко спросил подошедший сосед, но увидев издыхающего пса, резко замолчал. «Это что с ним? Помирает, что ли?» Но Федя ничего ему не ответил. Положив руки на грудь собаки, он словно прислушивался, пытался ощутить хоть какие-то биения сердца. «Туман, туманчик, ну что ты?» – по-детски ласково обращался он к собаке, но пес был уже мертвым. «Никак съел чего?» – спросил сосед. Сосед все еще топтался у загородки. Он чувствовал некоторую неловкость своего положения и не решался уйти. Федор отрешенно посмотрел на него и, словно оправдываясь, произнес: «И всего-то я на сутки в город уехал. А смотри ж ты, что получилось». В осевшем и сдавленном голосе Федора было все: и собственное бессилие, и тяжесть утраты близкого друга. «Может, закопать помочь?» «Не надо, я сам», – неожиданно жестко ответил Федор и пошел на двор за лопатой. Собаку похоронил за баней под цветущей черемухой, где любил посидеть Федор особенно весной, наслаждаясь ее медовым запахом. Наступил август, чувствовалось приближение осени. Пчелы на его таежной пасеке добирали пыльцу с душицы и кипрея, несли в зиму последние взятки. После гибели собаки прошло 2 месяца. Федор вторую неделю жил на заимке, не выезжая домой. Работы хватало. Заготавливал к зиме дрова, осматривал ульи, ладил капканы. Старался забыться в работе, но дума о собаке не выходила из головы. Вспоминал он то время, когда у него было 2 собаки, 2 промысловые лайки, Норка и Туман, потомки знаменитых на всю округу медвежатниц деда Ермолая. Первой погибла Норка. Было это год назад. Летним ясным днем Федор, как всегда, доехал до своего участка по старой узкоколейке на самодельном рельсовом самокате «Пионерки». Уже подходя к зимовью, он вдруг ощутил какую-то пугающую пустоту. Собаки не встречали его радостным лаем, как это было всегда. Свою любимицу Норку он нашел по кровавым следам в густых зарослях иван-чая. Рой мух кружил над бездыханным телом собаки. Туман, заслышав голос хозяина, доплелся до него и, обессилев, ткнулся в сапог. Шерсть его свалялась от запекшейся крови. Осмотрев раны, Федя понял, что собаки были кем-то безжалостно расстреляны. В избушке было все цело, даже полная фляга меда стояла нетронутой. Туман он выходил, дробь не задела жизненно важных органов. Раны он обработал, и они вскоре затянулись. Только перебитый у основания хвост, раньше лихой завитушкой лежавший на спине собаки, сейчас свисал волчьим поленом. Федор не понимал, кто так жестоко мог расправиться с его собаками. Врагов у него не было. Правда, завистники были. Несколько лет назад он стал хозяином этого промыслового участка, считавшегося самым благополучным в промхозе, так как северная его граница примыкала к охранной зоне заповедника. До него здесь хозяйничал другой охотник, но попался на браконьерстве. Получил срок, когда же вернулся, то место было уже занято. Вскоре, после его возвращения, на участке сгорело построенное им же зимовье. Федор не сомневался, что поджог устроил бывший хозяин, но не придал этому большого значения. Сам строил, сам сжег. К тому же он давно собирался срубить свое просторное на красивом месте. Шло время. Федя уже успел обжиться в новом зимовье, выстроенном на берегу горной реки, как однажды к нему в гости пожаловал бывший хозяин с дружком. Разговоры начали издалека, о том, как трудно живется в это непростое время, и надо бы помогать друг другу. А у Федора участок большой, и если он с ними поделится, то большие люди, которые хотят хорошей охоты, достойно могут за это заплатить. Федя терпеливо выслушал его предложение и посоветовал найти ему другого компаньона. На том и расстались. Попив чайку, гости ушли, предложив напоследок не торопиться и хорошенько подумать. Это предупреждение было похоже на угрозу и не заставило себя долго ждать. Под Новый год к Федору домой пожаловал участковый. «Собирайся, поедем, посмотришь на свои художества», – с порога объявил он. Федя не понимал, про какие художества говорит участковый.
но все же стал одеваться. Во дворе его ждал знакомый охотовед. При виде его Федора охватила мутная тревога. Значит, на участке не все ладно. И не задавая лишних вопросов, сел в машину. Охотоведа он знал давно, серьезный мужик. Просто так не приехал бы. Остановились на его участке. Недалеко от дороги они показали ему свежую забойку лося, о чем говорили внутренности и шкура животного. Виляющий санный след снегохода привел их к заимке его, Федора, где нашли голову и грудину. «А что на это скажешь?» – торжествовал участковый. Федя внешне старался держаться спокойно, хотя внутри у него все клокотало. Он сразу догадался, чьих это рук дело, едва увидел забойку. Все, у кого есть снегоходы, обязательно делают к ним самодельные сани нарт, поэтому рисунок на снегу получается у каждого свой. Санный след принадлежал бывшему хозяину участка. К тому же Федор понимал и причину торжества участкового, с которым бывший охотился до отсидки. «Сани твои?» – просил охотовед у Феди. «Нет». «Тогда поехали». «Как поехали?» – воскликнул участковый. «А протокол составлять кто будет?» Всегда внешне угрюмый охотовед обжигающим взглядом посмотрел на растерявшегося вдруг участкового. «Протокол я всегда успею составить. А вот ты лучше скажи мне, чьи это сани были и заодно какой доброжелатель тебе об этом сообщил?» Лицо милиционера вытянулось, глаза суетливо забегали. «А улики? А мясо?» – он показал на валявшуюся рядом голову лося. «А где ты видишь мясо?» – переспросил охотовед. «Кстати, если не будем терять времени, то найдем и мясо». В доме, куда они зашли, полным ходом шла гулянка. С кухни доносились пьяные голоса. Во дворе стоял снегоход и сани со знакомым рисунком полозьев. Хозяин не на шутку встревожился, увидев охотоведа с участковым. «Объясни, откуда это?» – спросил у него охотовед, указывая на застывшие подтеки крови в санях. «Это?» – хозяин явно тянул с ответом. «Это я свояку помогал мясо на рынок увезти». Охотовед молча прошелся по подворью и вышел в огород. Подошел к сараю. Хозяин неотступно следовал за ним. «Скотину держите?» «Нет. А что?» – переспросил хозяин. «А что на сарае?» «Солома прошлогодняя. Больше ничего нет». Охотовед знал, что спрашивал. Он сразу обратил внимание на снег, сбитый с лестницы, которая вела на сарай, и полез по ней. «Не имеете права!» – вдруг закричал хозяин. «Ордер на обыск покажите, я права знаю». Не обращая внимания на выкрики, охотовед поднялся по лестнице и скрылся в проеме. Вскоре он скинул в снег переднюю лопатку лося. Федор после этого случая стал жить в тревожном ожидании того, что с ним непременно что-то произойдет. Или подожгут зимовье, порушат пасеку, или изобьют. Проходил месяц за месяцем, но ничего не происходило. И вот, как гром среди ясного неба, расстрел собак. Больнее потери он не ожидал. Слезы душили его, когда он копал яму под лиственницей, чтобы схоронить норку. Собаки были частью его самого. Они были не только надежными помощниками, но и верными друзьями, которые не раз выручали его, когда он тонул в половодье или когда попал под медведя-шатуна. Как-то зимой он добирался до своего участка по зимнику на попутном лесовозе. Как всегда, он сошел в известном месте, вытащил из-под ели охотничьи лыжи и заскользил к зимовью, попутно обходя ставки самоловы на одном из путиков. Ему осталось перевалить еще одну гриву, и он дома, у незамерзшей еще речушки, где его неизменно ждали всегда собаки. Но на полпути он вдруг увидел след медведя. Очередной самолов был разворочен. Было видно, что медведь вытащил из него попавшего туда соболя. Ускорив шаг и перезарядив ружье, Федор строил разные догадки. Скорее всего, медведя подняли лесорубы, заехавшие на делян. Хотя и был готов Федя к встрече с медведем, все равно зверь появился для него неожиданно. Он успел лишь заметить, как из ближайшего выворотня к нему метнулось что-то большое и черное. Руки сработали сами, подсознательно, как нечто отдельное от разума. Вырвав из-за спины ружье, он выстрелил не целясь с двух стволов, когда медведь буквально уже висел на стволе ружья. Федор не успел отскочить в сторону. Лыжи помешали ему это сделать. Федя упал. Ремень вывернутой лыжи удавкой стянул ступню. Второй ногой он отбивался от наседавшего тяжело раненого медведя, не имея возможности перезарядиться.
Федя бил по голове медведя ружьем. Как бы скоро закончилась схватка и кто вышел бы победителем, неизвестно. Не подоспей ему на помощь собаки. Услышав выстрел, собаки бросились на его звук и буквально стащили медведя с хозяина. Через минуту все было кончено. Превозмогая боль, ему удалось высвободить вывернутую ступню. Федор понял, глядя на распухшую ногу, что самому ему до Зимника не дойти. Каждое движение причиняло нестерпимую боль во всем теле. Соорудив из веревок нечто вроде ошейников, он накинул их на собак, а сам лег на лыжи. Собаки с трудом, но послушно потащили его к дороге, по которой ходили лесовозы. Дело для них знакомое. Не раз он, забавы ради, цеплял их за веревку, катался с ними на лыжах. На Зимнике его подобрал лесовоз. Случись что сейчас, и вытягивать будет некому, с горечью подумал Федя, глядя на пустующий навес, где в прохладе любили отдыхать его собаки. Через 2 недели, не выдержав одиночества, Федор вернулся в поселок. «Как-то кстати, картошку выкопаем», – обрадовалась жена появлению мужа. Но видя, как он выкатил со двора мотоцикл, сполошилась. «Ты куда на ночь глядя?» «Скоро буду», – ответ Федора потонул в треске старенького Урала. В небольшом городе Федя отыскал дом товарища, который каждую весну приезжал к нему на заимку. Найдя нужную квартиру, он надавил кнопку звонка. Прежде чем дверь отворилась, за ней послышался беззлобный лай взрослой собаки и звонкие, как перебор колокольчиков, голоса щенят. «Случилось что?» – удивился хозяин, увидев стоящего на пороге приятеля. «Да нет, вот приехал щенков посмотреть», – сказал Федор, проходя в комнату. «Ах, это!» – равнодушно заметил хозяин. «А я думал, случилось что. Выходит, и до тебя слух дошел». Федя прекрасно понимал иронию товарища, а дело было в том, что приятель весной на заимку приехал со своей лайкой, у которой родословная, по его словам, как у английской королевы, а все же не углядел, что собака была великой охоте. Тумана тоже не предупредили, что у собаки голубая кровь, трогать ее нельзя. В общем, порезвилась королевская особа с простой дворнягой. Узнав об этом, хозяин собаки хватался то за голову, то за сердце. «Ведь у меня будущее потомство на 5-летку вперед расписано», – кричал он неизвестно кому, бегая по зимовью. Федю лишь забавляла эта сцена, и он от души посмеялся тогда над ним. Его нисколько не обижало, что его Тумана называют безродным. Он-то знал ему цену, а остальное было не в счет. На подстилке, рядом с матерью, сидели 3 лобастых щенка и настороженно смотрели на незнакомца. Он с удовлетворением отметил про себя, что по серому волчьему окрасу все они удались в ромалаевскую породу, а один из них с белесыми подпалинами на животе и черной строчкой на лбу был точной копией отравленного Тумана. «Может, заберешь ты их всех ради Христа?» И хозяин с мольбой посмотрел на Федю. «Ладно, клади всех». Приятель с услужливой готовностью взял протянутый ему холщовый мешок и принялся складывать туда щенков. Дома к неожиданной радости жены и детей он вывалил из мешка 3 пушистых комочка. «Папка, папка, смотри, Туман!» «Туманчик!» — в восторге закричал сынишка, схватив того самого с отметиной щенка. Прижатый к голому телу щенок заскулил и стал искать спасения, тычась мордочкой под мышку мальчика. Вскоре посаженный в вольер Туман зажил жизнью проказливого щенка, а его брат и сестра были отданы знакомому леснику на кордон. Неизвестно почему, а однажды дверка у вольера осталась незапертой. Не веря своему счастью, Туман юркнул в небольшую дыру в подворотне и уже мчался по улице, разгоняя кур, коз и прочую живность. Дурман свободы кружил ему голову. Вскоре ему это надоело, и он умчался на другой конец улицы, где мирно паслись пара домашних гусей. На этот раз его ничто не сдерживало, хозяина рядом не было. Гуси пробовали защищаться, отчаянно вытянув шеи, пытались ущипнуть щенка, били его своими мощными крыльями, но Тумана это только раззадоривало. Увернувшись от очередного броска, он тут же перехватил налетевшего на него гуся за шею и потащил его к своей подворотне. Положив его обмякшее тело у крыльца, немного постояв как победитель над побежденным, Туман с чувством выполненного долга побежал за следующим. Оставшийся гусь громко гоготал, как мог звал на помощь. Громче гуся орала их хозяйка, выбежавшая на шум.
Татарочка Зухра не отличалась проворством и подвижностью. Она точно гусыня, переваливаясь с ноги на ногу, двинулась на щенка. «Федечка, Федя, шайтан-мать!» – причитала она, не зная, как зовут собаку, и называла его по имени хозяина. Так она, переваливаясь с вытянутыми вперед руками до самых ворот, за которыми скрылся с гусем Туман, пока не упала плашмя в грязь. Высунуться на улицу Туман больше не рискнул. Ворота гремели под чьими-то сильными ударами, а тяжелый надрывный вой татарочки Зухры и вовсе смирил воинственное настроение Тумана. На этом история с гусями не закончилась. Вышедший из дому хозяин вместо благодарности начал тыкать ему в нос той самой добычей, которую он принес для него. Вечером его посадили на цепь, чего он стерпеть никак не смог. Он неистово рвался с нее, а ночами завывал так, что дворовые собаки дружно начинали вторить ему, не давая спать своим хозяевам. С той поры минуло 2 года. Из ласкового и нескладного щенка Туман превратился в рослую красивую лайку. Несмотря на относительно молодой для собаки возраст 2 года, он уже носил отметины от когтей рыси и клыков волчицы, попадал в капкан и чудом уцелел от копыт лося. Только с одним зверем не сходился Туман, с мохнатым хозяином тайги медведем. Не раз набегал он на свежие следы зверя, а наткнувшись, на мгновение замирал. На исходе жаркого лета случился в заповеднике пожар. Много зверя выгнал огонь из заповедной глубинки. Помимо всей прочей живности, заметно прибыло на участке Федора медведей. То тут, то там он натыкался на свежие медвежьи следы. Дальние пчелиные колодки, вывешенные в лесу, были разорены и сбиты с деревьев. Как-то обходя расставленные по лесу вешки ловушки для пчел, Сергей наткнулся на медвежий след, над которым уже стоял Туман и глухо рычал. А рядом, на бурых глиняных разводах, тянулись еще 2 цепочки маленьких медвежьих лап. «Ого, давненько ты у меня в гостях не была!» – воскликнул Федор, осматривая следы. «Вернулись погорельцы?» И отозвав собаку, он повернул в сторону. Федор старался с ней не встречаться, но все же такая встреча состоялась. Не доходя до первой делянки, Федя вдруг услышал, как недалеко залаял Туман. Чем ближе он подходил, тем явственнее различал в его голосе злобу. «По бурсуку, видать, работает», — отметил он про себя. Густой осиновый подрост мешал Федору подойти и разглядеть зверя, не спугнув его. Сделав небольшой крюк, он зашел с другой стороны и неожиданно для себя увидел, как Туман лаял взахлеб, задрав голову. У самой кроны невысокой, но кряжистой сосенки висели, уцепившись когтистыми лапами за ствол, 2 медвежонка и испуганно таращились на собаку. Федя обомлел от увиденного. «Пойдем отсюда, Туман», — сказал он собаке, — «это не наша с тобой охота». Но Туман, услышав голос хозяина, еще яростнее принялся облаивать медвежат. Федор отчетливо понимал, дорога каждая секунда, ведь где-то здесь рядом должна быть медведица. Он двинулся было к собаке, чтобы увести ее от опасного места, как услышал за спиной треск, которого ожидал каждую секунду. Федя замер, затем медленно повернулся. На расстоянии нескольких метров из кустов на него смотрела большая черная голова медведицы. От пронизывающего насквозь взгляда и ее маленьких злых глаз Федору стало не по себе. Он замер, не смея отвести глаза. Шло время, никто не решался уходить. За спиной Феди по-прежнему лютовал Туман, не замечая медведицы. А она, застывшая как статуя, в упор расстреливала взглядом Федора. Со стороны это походило на игру в переглядки. Федор прекрасно понимал, одно неосторожное движение, и медведица его сломает. А дальше? Впрочем, он не хотел представлять себе то, что будет дальше. И начал плавно стягивать с плеча заряженную дробью одностволку. Он принял решение стрелять вверх, надеясь испугать зверя. После случившегося Федор много раз прокручивал в памяти то трагическое для него событие. И всякий раз он не мог вспомнить, как после выстрела он оказался под медведицей. Все произошло настолько быстро, что и бросок, и удар все слилось в одно мгновение выстрела. Первое, что он почувствовал, сильный удар по плечу, от которого потемнело в глазах, и вонючий запах звериной шерсти.
Брезентовая спецовка лесоруба спасла его от разящих когтей медведиц, но рука онемела и стала непослушной. Большие желтые клыки впивались в его здоровую правую руку, которой он защищался как мог, хлестал зверя по морде, не давая ему ухватить горло. Как профессиональный охотник, он понимал, что чудес не бывает, и на этот раз он может дорого заплатить за свою торопливость. К тому же, под тяжестью навалившейся на него туши, он начал задыхаться. Сверху с медведицы что-то капало и заливало ему глаза чем-то липким. Силы покидали его. Все, это конец, мелькнуло у него в голове. Он сделал отчаянную попытку повернуться, чтобы не видеть свою смерть. Но медведица плотно прижала его к земле, не давая возможности повернуться. Вдруг неожиданно ему пришла мысль. То ли он где-то слышал, то ли где-то читал, что в такой ситуации надо хватать зверя за корень языка. Собрав последние силы, он по локоть воткнул здоровую правую руку в пасть медведицы и, как ему показалось, ухватил ее за корень языка. Он почувствовал, как хрустят под ее зубами его пальцы, но странное дело, боли не ощутил. Последнее, что он слышал, теряя сознание, доносившийся откуда-то сверху страшный неистовый визг, похожий на предсмертный визг поросенка. Сколько времени пролежал без сознания, Федор не помнил. Он очнулся лишь от того, что дышать ему стало легко и свободно. Медведицы рядом не было, только отдаленный злобный лай тумана напомнил ему о ней и вернул действительность. С трудом приподнявшись, он оглянулся. Медвежата по-прежнему были на дереве, только залезли еще выше, в густую крону сосны. Федя понял, медведица обязательно вернется, и последний шанс дарованный ему туманом. Тем временем лай приближался. Федор сел, прислонившись спиной к березке, потянул на себя валявшееся рядом ружье. Изуродованные пальцы не слушались его, когда он вытаскивал из патронташа позеленевший от времени пулевой патрон. Увидев сидевшего перед ней человека, медведица неожиданно вздыбилась и, не обращая внимания на повисшего у нее на задницу тумана, пошла на Федора. Он выстрелил. Пуля попала в раскрытую пасть зверя и вышла в основание черепа. Медведица рухнула у ног Феди, продолжая передними лапами загребать под себя землю. Федор отрешенно смотрел на поверженного зверя и на то, как свирепствовал на ее загривке туман, отчего туша медведицы колыхалась как студень. Клочья шерсти, выдранные им вместе с кожей, летели в разные стороны. Ушей у медведицы уже не было. «Спасибо тебе, туманчик. Считай, что пожизненную пенсию ты уже заслужил». Вскоре он услышал тревожные крики лесников. Отозваться им у Феди не было сил. Увидев окровавленного охотника и тушу медведицы, они остолбенели, боясь приблизиться. «Да делайте что-нибудь, не стойте!» Ругань Федора вернула их к действительности. До поселка добрались только к вечеру. Федор понемногу тянул из горлышка водку, чтобы хоть как-то заглушить свою боль. Потом была районная больница, где ему вправляли и сшивали на живую, и бесконечные пересказы случившегося милиции и корреспонденту местной районки, и просто любопытным. В больнице он долго не залежался и вскоре выписался. Едва сняли гипс с переломанной от удара медвежьей лапы ключицы. Сидя на крылечке дома, Федя ласково трепал тумана, который пощенячьи уткнулся носом в подмышку хозяина. Не то скулил, не то выл, не в силах оторваться. Что-то объяснял ему на своем собачьем языке. Конец первой части. Ждите продолжения.